Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная коррекция. Очень красивые коротенькие ноготочки, мы их на канале видели. Сегодня мы будем делать ноготочки еще покороче. Все как вы любите, совершенное отсутствие какой-либо длины. И у нас сегодня будет потрясающий красный цвет. Как обычно, начинаем с коррекции. В данном случае руки у нас несложные, ногти у нас ровненькие, длины у нас немного. На такой длине эти ногти не успевают никуда закривиться, поэтому здесь все будет довольно просто. Единственное, что вот эта вот клиентка ходит ко мне уже не один год, и каждый раз, садясь ко мне на коррекцию, она мне напоминает, что она гель не делает. То есть у этого человека очень четкое в голове понятие, что на ее руках гель не держится. Вот хоть убей, я ей предлагала, мы ей делали гель, он у нее замечательно относился, но у нее вот настолько вбит этот момент, что она ко мне пришла, когда с гелем, она сказала, что это все равно не акрил, ей не нравится, поэтому ей делать только акрил. Но вот когда появился полигель, эта клиентка с удовольствием перешла на этот материал. Ну, вернее, как с удовольствием перешла. Я ей втихаря сделала полигель, сказала, что это новая разновидность геля с акрилом, что это новый гибридный материал, и ей он понравился. Ну, собственно говоря, я же нигде не обманула, это же действительно он позиционировался как гибридный материал между гелем и акрилом, поэтому мы сейчас работаем только на нем. Ну, в смысле, с этой клиенткой мы на нем работаем. А на самом деле я как мастер, в принципе, не вижу разницы между материалами. Любым материалом можно сделать так, чтобы ногти держались. Очень часто, 1 на миллиард случаев бывает то, что действительно какой-то материал на человеке не держится категорически. Но это настолько минимальный процент, это очень редкая ситуация. В основном материал не держится только потому, что его плохо делают. Поэтому, если у вас у кого-то какие-то проблемы с носибельностью материала, не вините материал. Винить материал – это последнее дело. Вините в первую очередь себя. Разбирайтесь, пытайтесь понять, каким образом сделать так, чтобы на ногтях клиента материал держался. Это все касается твердых материалов, это все касается твердых систем моделирования. Касательно гель-лака, там совсем другие дебри. Там действительно может не держаться какая-то база, там действительно может что-то быть проблемное конкретно в ногтях, что-то не стыковаться какая-то база и ногти. Это все очень сложно, поэтому выкиньте, пожалуйста, базы от гель-лака, возьмите моделирующий гель и ставьте моделирующий гель вместо базы от гель-лака. У вас будет намного меньше проблем с вашими клиентами. И с носибельностью материала будет намного меньше проблем. И намного меньше проблем будет с химическими ожогами и аллергическими реакциями. Потому что эти два показателя сейчас прям бич всех мастеров. Потому что с появлением гель-лака, с появлением выравнивания гель-лаком, я не могу сказать, сколько жил, насколько участились вот эти вот моменты со всякими разными безобразиями на руках клиентов. И вот давайте сделаем здесь выводы, кто же в этом виноват. Я, как все свои 14 лет, работала на моделирующем материале, так и продолжаю на нем работать. И ни у одного моего клиента за это время никаких проблем, кроме травматических, не было. И я уверена более чем, что их никогда и не будет. Ну, что-то меня сегодня немножечко занесло в дебри. Я готова подискутировать на эту тему в комментариях. Буду очень рада любому вашему мнению. Поэтому давайте поговорим, попишем. Мы же тем временем переходим непосредственно к дизайну ногтей. Итак, сегодня у нас в качестве дизайна китайская роспись.
В качестве дизайна мы будем рисовать такую себе полураскрытую розочку. Серединку бутона мы рисуем в закрытую, то есть направляем светлые части лепесточка внутрь бутона. А вот ободочек розочки, те лепесточки, которые находятся по контуру, мы будем рисовать в открытую, то есть направлять светлый цвет от серединки бутона. Конечно же, периодически подхватываем наши лепесточки в лампе, таким образом, чтобы они никуда у нас не убегали. После того, как мы накидали основу нашей розы, берем на кисточку, добавляем чуть-чуть белой красочки и добавляем дополнительные лепестки, которые составляют второй и третий ярус нашей розы. Далее при помощи тонкой кисточки я кое-где добавила более глубоких темных мест. В самых-самых-самых пересечениях листиков я поставила капельки темной краской и немножечко это все подтушевала, чтобы у меня получился плавный переход. Далее на кисточку набрала оттенок еще посветлее и пробликовала самые яркие, по моему мнению, места моей розочки. Проследила так, чтобы самые яркие блики очень постепенно вливались в мои лепестки, чтобы они не смотрелись отдельными какими-то пятнами. То есть мне нужно получить очень плавный переход из темного листика в светлый. Конечно же, добавляем какую-нибудь зелененькую зеленуху в качестве листиков, и у нас получается уже полностью готовая композиция. Далее я предлагала клиентке розочку еще немножечко прорисовать поверх финишного покрытия, но она отказалась. Ей показалось, что вот такая вот дымная роза очень хорошо выглядит на ее руках, поэтому прорисовку мы делать не стали.
Итак, вот такие вот волшебные ногти у нас получились. Очень богато выглядит, очень здорово. Вообще китайская роспись рисуется всегда легко, просто, быстро, но при этом потрясающе здорово выглядит. И да, у меня есть онлайн-курс по китайской росписи. Он находится у нас в магазине, ссылочку прикреплю в описании, посмотрите обязательно. И я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!